Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня по-прежнему 6 января, суббота, и я открываю или начинаю вторую часть моей сегодняшней видеопередачи, которая посвящена тем предложениям стратегии победы Украины над Российской Федерацией, которая была представлена в конце декабря 2023 года на утверждение глав правительства государств, стран-членов группы «Рамштайн». И все это убедительно объясняется в недавнем исследовании эстонского министерства обороны. Я вам, кстати, о нем говорил, вкратце упоминал примерно пару недель назад. И в этом докладе говорится о том, что долгосрочным условием победы Киева станет более интенсивная подготовка украинских войск. Раз. И быстрое увеличение промышленного производства оружия и боеприпасов. Это союзников. Два. Вот какие две задачи нужно решить для победы. Для этого нужно, как они посчитали, год. 24-й год. И это еще не все. И это еще не простая задача. Потому что раньше, вот в прошлом году, позапрошлом, все эти задачи помощи Украине решали прежде всего Соединенные Штаты Америки, потом подключилась Европа. В каких-то видах расходов она даже опередила Соединенные Штаты Америки, но тем не менее американцы предоставляли очень весомую часть помощи. Сейчас же речь идет о том, что второй срок Трампа, если его изберут, это будет катастрофа для всех. И будет очевидно, что Америка, то есть на нее нельзя положиться уже. При Трампе все надо, как считает профессор, надо забыть про Америку как союзника в этом деле. Поэтому стратегический вывод – ответственность ложится на Европу. И все вот эти вопросы, которые необходимы, это должна решить Европа. А теперь перейдем к вот этому докладу аналитическому Министерства обороны Эстонии, который в значительной степени, вот там, где речь идет о том, что конкретно надо сделать, он основывается на тех аналитических выкладках, которые я вам вчера доложил. И называется этот документ «Победа Украины и поражение России в этой войне достижимы». Фактически эта война может быть выиграна в ближайшие, называется максимум 2-3 года, или меньше, если скорректировать и увеличить евроатлантическое, военное производство стран НАТО и увеличить, соответственно, помощь Украине. Вот что это все, господа, означает. Дальше идет анализ ситуации в России, что она добивается. И тут ставится вот что. Значит, тут интересные времена. Я очень коротко, потому что он большой, я его изучил весь от корки до корки. Но, учитывая, что, скорее всего, не все это все будут слушать и анализировать, кто захочет, тот найдет и сделает это сам. Приведу просто краткие, очень важные моменты. Они считают, что в краткосрочной перспективе до 2 лет Россия не будет иметь обычный конвенциальный потенциал, необходимый для нападения или эскалации против НАТО. Из-за деградации ее сил, помните, 87% сухопутной армии Российской Федерации уничтожено. Но, с другой стороны, Россия мобилизовала свою оборонную промышленность и теперь пытается это все как можно быстро восстановить. Дальше. Если Россия одержит победу в своей войне в течение следующих год-полутора, то она утвердится в своем предположении о том, что страны Запада слабаки, и поэтому нужно это использовать в военных целях в перспективе до 5 лет. То есть 2 года
НАТО может отдохнуть, ну, вернее, не отдохнуть, а попытаться форсировать свой ВПК. Так или иначе его нужно делать. Потому что дальше, через 5 лет, помните, мы с вами говорили о планах Германии, как она расценивает, что примерно Россия будет готова к нападению минимум через 6-10 лет. Сейчас до 5 лет. Поэтому нужно решать все эти вопросы сейчас. Что делает Россия против Украины? Тактика. Затягивание конфликта, расширение оккупированной территории, расшатывание устойчивости Украины. Это включает в себя и нанесение ударов высокоточного оружия и по инфраструктуре, и по предприятиям ВПК, а также для подрыва морального, так сказать, состояния населения. И сюда же включается и дезинформация, о которой только что я вам рассказал. Понимаете, это идет дезинформация, расшатывание устойчивости Украины, что включает в себя расшатывание морального состояния, твердости духа украинцев. И когда я это читал, я всегда вспоминаю свою крестницу, ее дочь, медицинской работники, с которыми я в регулярном контакте. И они лечат раненых, больных, спасают людей. И каждое мое общение с ними они заканчивают словами «Мы сильные». Нет, «Мы победим, потому что мы сильные». Вот замечательные, молодые украинские женщины. Ну и дальше тут уничтожение критически важных активов и так далее. Подрыв решимости народа воевать до конца. Вот орки, у них есть такая решимость. Пока. Хотя уже пошла буза, вы знаете, там жены и матери русских. То есть до последнего бурята уже довоевали. Видимо, и последний якут на подходе уже приближается в Российской Федерации. Рекрутирование русских. Уже дошли до городов, и вот теперь все начинается. Причем начинается, видимо, достаточно быстрыми темпами, потому что, если вы заметили, буквально на днях, уже в этом году, Путин подписал закон или указ о предоставлению гражданства иностранцам, которые согласятся или захотят воевать в Украине в составе российских вооруженных сил или ЧВК всевозможных. То есть мы говорим обсуждали это, непальцы, кубинцы, бангладешцы, африканцы. Ну, то есть понятно напряжение, потому что надеяться на этих это мясо фактически. Это не бойцы квалифицированные, это значит, что они несут большие потери, мы дальше об этом будем говорить, большие потери в живой силе. Им надо затыкать эти дыры, хватает людей откуда угодно, времени на подготовку квалифицированного бойца нет, его кидают туда, лишь бы как-то так вот заткнуть брешь. Поэтому вот, видимо, они исходят, натовцы, из этого, рассчитывая, что в ближайшие, минимум 2 года Russian такие крупные наступательные операции способна не будет. Затем, затягивание конфликта, стремясь истощить коллективную волю народа, а также коллективную волю Запада к поддержке Украины. Ну и, наконец, российская промышленность. То есть много крика о том, что там работают предприятия, все переведено на военные рельсы, но если они были бы переведены, зачем там Северная Корея? Вот Северная Корея, баллистические ракеты, ладно, там снаряды 152-го калибра, которые оказались ужасными. Но ракеты, уж Россия, зависящая от баллистических ракет Северной Кореи, это же вообще позорище. Это говорит о том, что проблемы у них, тем более первая ракета, которая была выстрелена, упала в поле в Запорожье. Остальные будут использоваться, так сказать, в основном
для массовки, для отвлечения внимания средств ПВО Украины от реально основных, главных ракет, которые предназначены для удара. Короче говоря, я достаточно быстро все это прохожу, основные только моменты. Главные усилия все эти направлены на то, Кремля, чтобы заставить Запад потребовать от Украины прекращения войны и оказать на нее давление, чтобы она приступила к переговорам. Запад этого не делает. И мы с вами обсуждали, я вам говорил, Запад никоим образом не будет заставлять Украину вести переговоры с целью мира, потому что, это абсурд. Начало переговоров в мире вообще невозможно. А что касается, говорят, Эрдоган очередной раз предложил свои услуги, прекращение огня, переговоры о мире, это в предыдущих 2 видео мы с вами обсудили, это удавка, наброшенная на шею, на горло Украины с тем, чтобы ее постепенно затягивать. Это все. То есть начало таких переговоров – это неизбежный провал. Поэтому необходимо настраивать Украину на успех, пишут авторы этого доклада. Перспектива того, что у Украины не останется другого выбора, кроме как переговоры с Россией с позиции слабости, это провал не только для Украины, но для всего Запада, как пишется в этом докладе. Для того, чтобы этого избежать, они представляют обновленную военную стратегию, которая обеспечит победу Украины и поражение России. Вот вам, господа, план «Б», которого почему-то нет. Он есть у Эстонии, план победы Украины. Эстония предлагает его союзникам по группе «Рамштайн», а в Министерстве иностранных дел Украины об этом не знают, что наводит на мысли. А зачем Украине тогда вообще иметь Министерство иностранных дел? И разведка должна была знать об этом. И должна, по идее, в ОПИ Ермака об этом знать. Но если там знают, а МИД не знает, то какое взаимодействие? В общем, полный бардак. Как говорят авторы доклада, мы, то есть члены группы «Рамштайн», мы больше по своей мощности, чем та задача, которую нам надо решить. А вот она задача – обеспечить победу Украине. Наша сила – это размер нашей коллективной политической, экономической, военной мощи. И дальше, вот я вам дам цифры, чтобы понять, о чем идет речь. Совокупный ВВП группы «Рамштайн» составляет 47 триллионов евро. 47. А общая сумма помощи, которая оказывает Украине на сегодняшний день, составляет около 95 миллиардов евро. Тут, оказывается, считается, видимо, чисто военная помощь американцев плюс европейцев. Так вот, она составила около 95 миллиардов долларов, то есть это 0,2% всего, даже не процент, 0,2% от совокупного ВВП группы «Рамштайн». С другой стороны, оборонный бюджет рамштайнской коалиции в 13 раз превышает российский оборонный бюджет, который сейчас взвинтили. Он составляет треть расходной части бюджета на текущий год. И все равно Рамштайн превышает в 13 раз, учитывая, что 2/3 из участников этой группы Рамштайна, у них расходы на оборону менее 2%. Ведение войны в Украине обходится России примерно чисто военные расходы 10 миллиардов долларов по текущему курсу в месяц. 10 миллиардов в месяц. А скрытые – это еще плюс 30%. То есть получается где-то 13 миллиардов евро в месяц. А вот рамштайнская группа, ежемесячные расходы на военную поддержку Украине со стороны группы Рамштайн составляют в среднем 5,3 миллиарда евро. То есть Россия на свои военные действия в Украине тратит примерно в 3 раза больше, чем группа Рамштайн предоставляет в виде военной помощи Украине. Ну да, говорят они, военные действия значительно сокращают резервы
Фонда национального благосостояния России, они будут и дальше очень весомые. Они наносят удар по российской экономической, финансовой системе. Но что нужно делать? Если мы будем готовы к длительной войне и увеличим нашу поддержку Украине, то устойчивая цена войны, особенно в долгосрочной перспективе для России, будут доведены до уровня, когда они станут непосильными для России. Вот это и называется истощение. Речь идет о том, что то есть резервов хоть отбавляй, от 0,2 чуть-чуть увеличить, для того, чтобы война стала для России непомерной ношей. Дальше мы посмотрим, сколько это будет. Это не какие-то сатанинские страшные расходы. Это смешные разговоры. И вот какие задачи ставятся. Для того, чтобы добиться поражения России в Украине и ее партнерам необходимо решить следующее оперативное. Ну, бог с ними, с оперативными. Вот тут самое главное. Очень важно. Все эти задачи я вам рассказал. То есть, по большому счету, нужно резко увеличить производство вооружений, прежде всего в Европе. И этим уже занимаются. Эти самые предприятия уже пыхтят. Я бы скажу, только вот в одной группе, в предприятии Консберг, который делает насамсы для Украины, у нее тысячи подрядчиков, которые сейчас работают только по заказам Украины. И в Украине, обычно это производство одного насамса длится где-то 4 года, в Украине это делается в 2 раза быстрее, то есть типа вне очереди. Работают и другие предприятия, запущены. Но вот что важно, первый раз встречаю, значит, они подсчитали, сколько нужно, какой урон нужно наносить живой силе врага за полгода, для того, чтобы качество российских вооруженных сил оставалось на предельно низком уровне. Они, значит, посчитали, сколько может Россия поставлять, то есть комфортно, какие потери Россия, ну, в кавычках, конечно, комфортно может нести. И вот оказалось, критический рубеж – это 50 тысяч убитых и тяжелораненых, которые не вернутся, то есть безвозвратных потерь. Украина, ВСУ должны наносить, ну, то есть делать безвозвратные потери войскам России в размере 500 тысяч убитых и тяжелораненых за полгода. Не так много, я так разделил, там получается меньше 300, 200 и тяжелых, там 300, да, наверное, или как. Потому что вот в этом случае, если за полгода будет уничтожаться 50 тысяч и больше орков, Российская Федерация не будет иметь время для того, чтобы провести подготовку и заместить их квалифицированными, тренированными бойцами. При таких потерях Россия будет вынуждена замещать их, ну, извините за выражение, опять мне жена сказала, запретила называть эту фразу, но иначе долго получается. То есть, иначе им придется замещать их мясным фаршем. Вот для этого, наверное, и служит этот указ Путина о предоставлении гражданства иностранцам, которые захотят воевать на стороне Российской Федерации. Я бы назвал это указ о присвоении гражданства посмертно, потому что это все будет фаршем мясным. То есть, вот запомните, 50 тысяч за полгода, это где-то чуть-чуть ниже 300. Если больше, чуть-чуть меньше 300 в сутки. Если больше, то значит еще лучше. Но это чрезвычайно важно, считается стратегически. Для того, чтобы, если они не смогут улучшать качество своего личного состава, если они не смогут, значит, они не смогут создавать новые боевые единицы, значит, они не смогут укреплять свои позиции, значит, они не смогут подготовиться и провести успешное наступление на различных участках фронта. Вот это крайне необходимо. Ну и что они должны сделать, Запад? Приоритетной задачей является переход от пассивного соблюдения санкций к их агрессивному применению.
а также использование экономического принуждения для ограничения торговли с Россией. Давно пора, давно. Военные ресурсы России должны быть сокращены любыми способами, поскольку на долю продаж нефти и газа сейчас приходится более 28% бюджетных поступлений. Это то, что делает эта задача, которая ставится перед западными членами рамштайнской группы «Рамштайн». Дальше, вот то, что я вам вчера уже рассказал, буквально сюда включено целый раздел о том, какая подготовка личного состава Украины должно быть проведена. Это касается и рядовых военнослужащих, и офицеров, и старших офицеров. С тем, чтобы после вот этой подготовки до конца, которая будет длиться до конца этого года, будет достаточное количество рядовых, сержантов, офицеров и старших офицеров, которые позволят проводить боевые действия не двумя ротами, как это было вот в прошедшем контрнаступлении, а несколькими бригадами одновременно, координированные действия, а желательно еще соединениями этих бригад, то есть чуть ли не армией. А для этого нужно обучать и солдат, и штабных офицеров на уровне бригад и батальонов, а также проводить коллективное обучение подразделений ВСУ в Европе на уровне батальона, ни больше, ни меньше. Ну и как это все будет происходить, многие волнуются, там погибают. Авторы доклада считают, что если Украина перейдет, то есть это все будет происходить во время активной самообороны. И она позволит, то есть они считают, что нынешняя ситуация на поле боя позволяет перейти к позиционной войне, которая будет выгодна Украине. Вместе с ударами вглубь территории России, а также вглубь оккупированных территорий, направленных на уничтожение российских систем управления, логистики, ну и так далее, командования. Это позволит Украине ограничить потери, восстановить свои силы, системы питания, снабжения и удерживая при этом Россию на расстоянии. То есть это считается, что уменьшит потери Украины в то время, когда она будет пополнять свои силы. И, наконец, заключение стратегии успеха. Все, что не приведет к победе Украины, это будет стратегической, дорогостоящей ошибкой, которая отзовется во всем мире. То есть это то, чего нельзя допускать. Все, что мы будем делать, должно вести к ее победе. Для успешного противостояния российской угрозы трансатлантическая оборона, частью которой становится Украина, то есть формально уже член НАТО, требует решения двух вопросов. То есть две вещи. Политическую волю не со стороны Украины, там она есть, у ВСУ, во всяком случае, руководство. Политическую волю Запада и выделение ресурсов. Каких ресурсов? Я приводил цифры от 47 триллионов ВВП совокупной рамштайнской группы, сейчас тратится 0,2%. Нужно поднять 0,2 на 0,25, то есть на 0,05% на ежегодную военную помощь. И это обеспечит Украине примерно 120 миллиардов евро, что более чем достаточно для реализации этой стратегии. Другой вопрос, как с американцами. Но я так полагаю, что эти суммы, ну ладно, уйдут американцы с этого, с поляны. Но тогда с 0,25 увеличить до 0,3%. Но зато задачи какие грандиозные. Все равно, как пишут авторы, мы больше по своей мощи, чем те задачи, которые стоят перед нами. И дальше, значит, этот документ подготовлен в конце декабря. Он опубликован декабря прошедшего года, то есть свежий совершенно. И Эстония представляет его на утверждение глав государств и правительств Рамштайнской коалиции.
Вот такая, господа, ситуация. И дальше, как заключение, 24-й год станет годом стратегического укрепления и обороны как для Украины и НАТО. Вот вам, господа, подарок. План «Б» для Министерства иностранных дел Украины лично господина Кулебы. Так что не будем ругать западных аналитиков. То есть я для вас выбираю лучшие материалы, которые, видите, многие там, западный аналитик, там сидит на диване, его бы сюда. Прежде чем стрелять, идти в бой, надо сесть, подумать, как говорил Василий Иванович, где должен командир быть в разные моменты боевых действий и планирования. Вот на этом я хотел бы закончить сегодняшнее видео, дорогие друзья. Не надо раньше времени опускать руки. Победа должна быть за нами. Европа проснулась, она все поняла. Идея, даже вот в том видео, которое я делал, 2 предыдущих, там идея была, потому что они были сделаны, то есть эти аналитические материалы, видимо, писались несколько раньше. Вот, то есть там идея была, что американцы вот этот год, 24-й, возьмут на себя львиную долю расходов, пока Европа будет делать капиталовложение в свое ВПК, с тем, чтобы она раскочегарилась на полную катушку до 24 года. Но если американцы слетят с катушки в связи с фактором Трампа и в связи с никчемностью всей республиканской партии, даже те, которые называли себя рейганистами, кстати, их не слышно. Вот их вообще сейчас не слышно. Никто из них не выступает нигде. Все вот тише воды, ниже травы. Все держат нос по ветру, как там с выборами. Выборы, все связано с Трампом. Тем не менее, Европа просыпается, нужно работать вместе с ней активнее. Сейчас время, как вот здесь написано, что нужно? Прежде всего, воля к победе. Так проявим же, господа, волю и в наших с вами общениях. Без истерики. Мы сильные люди. Мы представляем собой силы добра, и мы должны победить. Поэтому, как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. До новых скорых встреч.